Привет, это майор в отставке. Для тех, кто забыл, или для тех, кто случайно напоролся на это видео, напомню, что меня зовут Олег Кашинцев. Я бывший оперативник, майор полиции в отставке, опасный по версии путинского режима преступник и, разумеется, враг государства. Сегодня пару слов по поводу ареста Павла Дурова во Франции. Как вы знаете, вчера, 24 августа, во Франции во время приземления в аэропорту Ле Бурже был арестован создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. СМИ пишут, что Дурову якобы предъявляется обвинение в том, что он якобы участвует в распространении запрещенного под угрозой уголовного наказания контента, то есть это детская порнография, наркотики и мошенничестве. Претензии якобы основаны на том, что в Телеграме отсутствует модерация такого рода контента, то есть его якобы не удаляют. Кроме того, сообщают, что Дуров отказывается сотрудничать в этом плане, а также в сфере борьбы с терроризмом с правоохранительными органами Франции. Сегодня я расскажу о своем видении событий вокруг ареста создателя мессенджера Telegram, а также о том, что будет дальше с этим Телеграмом. Досмотрите до конца это видео, поставьте лайк, поделитесь этим видео и, разумеется, подпишитесь на этот канал, если вы все еще не сделали этого. Итак, поехали. Итак, СМИ сообщают, что Дурова подозревают в причастности к незаконной деятельности, осуществляемой через мессенджер Telegram. Среди упомянутых обвинений правонарушений это терроризм, торговля наркотиками, распространение детской порнографии и мошенничество. Подозрения в адрес Дурова якобы связаны с отказом его компании сотрудничать с французскими правоохранительными органами по запросам, а также с недостаточной, по мнению органов, модерацией контента в Телеграме. По предварительным данным, если обвинения в отношении Дурова подтвердятся, то ему грозит до 20 лет лишения свободы во Франции. Теперь давайте разберем эти моменты. Итак, Дурова обвиняют в соучастии в якобы преступных действиях, а также переписке террористов. Причем из этой информации, которая известна сейчас, такое соучастие выражается якобы в отсутствии модерации в Телеграме, то есть контент якобы не удаляется. Если говорить об этом юридическим языком, то следует вспомнить, что уголовная ответственность в общих случаях должна наступать только за умышленные, неосторожные или небрежные действия. В Уголовном кодексе Франции, кстати, так и указано, что ответственность наступает только за умышленные действия лица. Но действия лица также считаются преступными в случае неосторожности, небрежности или невыполнения обязанностей, осмотрительности или безопасности, предусмотренные законом или нормативным актом, если установлено, что виновный не осуществил действия, предусмотренные законом или нормативным актом. Вот такая вот формулировка. Кроме того, по французскому уголовному кодексу юридические лица также несут уголовную ответственность за преступления, совершенные от их имени, их органами или представителями. Но уголовная ответственность юридических лиц не исключает ответственности физических лиц, являющихся исполнителями или соучастниками тех же деяний. В данном случае речь идет о Телеграме, это юридическое лицо, и о его владельце Павле Дурове, физическом лице. Если дальше рассуждать юридически, то вряд ли в действиях Дурова и Телеграма есть прямой умысел, но формально, если информация о причинах задержания Дурова верна, его действия можно расценить как неисполнение обязанностей осмотрительности или безопасности, за что также могут, как говорится, подвести под статью французского УК. Я сильно сомневаюсь, и это, на мой взгляд, абсолютно исключено, что Дуров умышленно принимал участие в распространении запрещенного контента, что он вступал в сговор с какими-то пользователями Телеграма, которые распространяли, например, детскую порнографию, наркотики, или которые являются членами какой-то террористической организации. В то же время я сильно сомневаюсь, что Франция будет выписывать ордер и задерживать владельца такого крупного известного мессенджера и тем самым так неприкрыто покушаться на свободу слова без веских на то оснований. Если в отношении Дурова был выдан ордер на арест правоохранительными органами такого демократического государства, как Франция, то, возможно, в данном случае речь идет о чем-то другом, о чем публично пока
не сообщается. Ведь вы должны понимать, что просто так такие ордера в свободных демократических странах, где действует верховенство закона и права, не выдаются. Это не Россия, где по звонку из ФСБ или администрации президента судья подписывает любое постановление или выдает любой ордер. Но об этом дальше. Теперь, что касается следующего момента, это отказ от сотрудничества с правоохранительными органами Франции. Скажу сразу, что все крупные нормальные компании, которые владеют социальными сетями, либо какими-либо другими мессенджерами, они должны сотрудничать с правоохранительными органами нормальных демократических государств, в которых существует верховенство закона и права. Но, разумеется, не по любым запросам и не по любым прихотям правоохранителей, как, например, это делается в России. Все дело в деталях. Речь идет о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом, в сфере предотвращения террористических угроз и террористических актов, а также в случаях совершения преступления тяжкого или особо тяжкого характера, например, связанного с торговлей людьми или с распространением детской порнографии. То есть такое сотрудничество – это вполне нормальное явление. Вы, наверное, спросите, а значит и ФСБ, которая вместе с Роскомнадзором прессовала Telegram и Дурова несколько лет назад, пытаясь добиться от него предоставления ключей шифрования, действовала правильно и законно, так как и должна действовать правоохранительная система в нормальном демократическом государстве, а Дуров просто поступил неправильно, отказав им в предоставлении информации. Нет, разница здесь огромна, и все дело опять в деталях. Отличие любой демократической страны, например, Франции, от путинской России в том, что ордер на нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть санкции на получение информации, когда дело касается, например, терроризма, не выдается по щелчку пальца, как это делается в России. Суды в таких странах независимые, они не подчиняются ни спецслужбам, ни правительству, и телефонное право здесь абсолютно не работает. Для того, чтобы получить такую санкцию, в таких странах необходимо предоставить суду неопровержимые серьезные доказательства того, что определенная информация, а также нарушение неприкосновенности частной жизни и переписки необходимы именно для предотвращения настоящего теракта, для пресечения или раскрытия настоящего тяжкого или особо тяжкого преступления, а не просто так по прихоти правоохранительных органов, которые, как, например, в России, фабрикуют и фальсифицируют материалы, уголовные дела в отношении законопослушных граждан только по той причине, что эти граждане критикуют власть, выступают против войны или иным образом имеют отличное от государственного мнение. То есть по политическим мотивам в репрессивных целях. Ведь обратите внимание, и я об этом уже говорил ранее, сколько дел возбуждается в России по так называемым террористическим статьям, а в реальности по политическим мотивам с целью преследования инакомыслящих. Когда, например, человек обвиняют за какой-то безобидный комментарий, когда сами ФСБшники делают провокации, сами организуют преступления, и чтобы срубить палку или избавиться от неугодного человека, вовлекает в это, в кавычках, преступление невиновного человека. Формально на столе следователя и в руках судьи появляются материалы дела о терроризме, и формально это является основанием для получения санкций суда на получение информации, чтение переписки, так как будто речь идет о настоящем террористическом акте, террористической деятельности и о реальной борьбе с терроризмом. Но по факту это грязная фабрикация и фальсификация в отношении невиновного человека, цели которой наказать и изолировать критика власти, например, получить доступ к личной информации и переписке, попытаться экстрадировать якобы по террористической статье уехавшего за границу и, конечно же, срубить палку. В демократических странах, и тем более во Франции, такая штука не работает. В России же это нормальное явление. Поэтому сотрудничать с российскими властями и правоохранительными органами, которые сами превратились в террористическую организацию, нельзя. Они не прошли этот тест. Но если органы Франции требуют от Telegram сотрудничества, то где тогда грань между ограничением свободы слова и борьбой с преступностью? Например, в Телеграме, если собеседники общаются через секретный чат, то ключи шифрования их сообщений находятся только на их личных смартфонах. Сервера Телеграма не получают и не видят эти ключи. Каким образом, например, в этом случае, по мнению правоохранительных органов Франции или любой другой демократической страны, должно выглядеть сотрудничество Телеграма с ними? Запретить все секретные чаты и оставить только обычные, предоставляя ключи шифрования от них, или
втихаря снимать шифрование по запросу органов в отношении конкретных пользователей, которых подозревают в террористической, например, деятельности или в других преступлениях. События вокруг ареста Павла Дурова могут развиваться в нескольких направлениях. Если обвинения против него подтвердятся, то возможен судебный процесс, где будет рассматриваться степень его вины. Ключевым вопросом станет, действовали ли Дуров и его компания умышленно или, скажем так, небрежно, не обеспечив надлежащую модерацию контента в Telegram. В случае доказательства его вины Дурову может грозить серьезное наказание, а Telegram может столкнуться с более жесткими требованиями к модерации контента и сотрудничеству с властями. Это может затронуть ключевые аспекты работы мессенджера, такие как использование секретных чатов и шифрование данных. Однако существует вероятность, что арест связан с другими, пока не раскрытыми публике обстоятельствами. Вспоминаются прошлые публикации о том, что Дуров и Telegram якобы сотрудничает с российскими властями. Впрочем, Дуров это уже опроверг. Дело в том, что в демократических странах, таких как Франция, ордера на арест выдаются только при наличии веских доказательств, что может указывать на серьезность обвинений. Здесь возможен дипломатический или юридический конфликт, учитывая, что арест Дурова может быть воспринят как угроза свободе слова и вмешательство в работу популярного мессенджера. Дальнейшее развитие событий может зависеть от реакции международного сообщества, а также от готовности Telegram к сотрудничеству с правоохранительными органами. Вопрос о границе между защитой частной жизни пользователей и борьбой с преступностью остается в центре обсуждения, особенно в свете возможных требований к Telegram по предоставлению ключей шифрования или доступу к переписке пользователей. У меня на сегодня все. Как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.